Привет, друзья! Хватит решать сложные олимпиадные задачки. Давайте решим эту суперкрасивую задачу с суперкрасивым решением. Ну, фактически работает летняя школа, вот, где мы тренируем школьников на решение таких красивых задач. Даны два квадрата, зеленый и красный со сторонами 6 и 8. О1 центр левого квадрата, О2 центр правого, то есть точки причинения диагоналей. Это буква К. Вот надо найти площадь желтого треугольника. Ну что ж, попробуйте сами решить эту задачу. Задача, вообще говоря, точно 3 секунды. Но мы объяснять будем чуть дольше. Но если подумать, то за 3 секунды она запросто решится. Напишите, кто согласен. Итак, стороны 6 и 8, напомню, квадратиков наших. И нужно найти площадь треугольничка. Все просто, все просто. О1 – это центр первого квадрата, О2 – центр второго. И вот площадь желтого нам предстоит найти. Ну, ладно. Может быть, отбросить все лишнее? Нет, тут он выходит за пределы квадратиков, не получится. Тогда нужно найти 3 стороны героном. Или при помощи метода координат. Да что ж это все сложно. А вот есть такая идея. А что, если искать площадь не этого, а равносильного ему, по площади равного? А? Равновеликого, говорят. Да? То есть как-то его изменить, может, трансформировать. Вот всем известно, что если какую-то вершинку двигать по прямой параллельной основанию, будем получать треугольнички, равные данному. И вот здесь, слава богу, квадратик и диагональки его под 45 градусов идут. И у первого, и у второго. Значит, вот эти диагональки, оказывается, параллельны между собой. Как параллельны? Почему? Да, видно, что параллельны. Давайте я нарисую более явно. Восстановлю там стеночку. Сколько градусов этот угол? Ну, 45 между диагональю и стороной квадрата. Даже на градусы не буду, а этот угол сколько? Ну, 45. Ну, все. Тогда накрест лежащие углы равны, прямые, параллельны. Никаких вопросов. Я даже продолжу. О, и поставлю значок какой-то. Я люблю ставить такой значок. 2 параллельных черточки. Хотя в зарубежных изданиях ставят стрелки. Вот так, что прямые параллельные. А что это означает? Расстояние между ними равны. Если из любой точки опустить перпендикуляр, все, получим расстояние, и вот все эти расстояния равны. Вот посмотрите, если я сдвину О1 чуть-чуть хотя бы, по этой параллельной прямой, я получу новый треугольник. Ну и у этого треугольника будет основание такое же, как и у нашего, а высоты будут равны. Где эти высоты? Вот одна высота, вот вторая, они равны. Расстояние между параллельными. Нормально? Нормально. Ну и вот всем становится понятно, куда теперь нужно желтый двигать, куда двигать вершинку О1. Ну, наверняка двигать до вершины квадрата, до вершины D, я напомню. Итак, получим вот такой треугольник. Сейчас я его закрашу. Вот, получили вот такой треугольник. Вот КДО2, который будет равен по площади треугольнику КО1О2. Еще раз почему? Вот это будет общее основание у них и равные высоты, как расстояние между параллельными. Кстати, D О2 это будет и высота, потому что диагонали правого квадрата перпендикулярны, но это нам не нужно. Поэтому я запишу это красиво, посмотрите. Я напишу, что площадь желтого треугольника, потом закрашу, равна площади синего треугольника. А площадь синего, ребята, так это же четверть площади правого квадрата. Действительно, если продолжить диагональ ДО2 до вершинки М, то у нас квадратик разобьется на 4 равных треугольничка, правильно? Вот я продолжаю. Хоп, ставлю там точку М и говорю, 4 равных треугольника. Значит, наш составляет 1/4. 1/4 от площади нашего правого большого квадрата. Ну, давайте закрашу. Это получается площадь желтого треугольничка равна площади синего треугольничка. А площадь синего, оказывается, это же четверть площади правого квадрата. Тогда решать нечего. Площадь квадрата найти со стороной 8 разделить на 4. 8 в квадрате 64 на 4 – 16. И задачка решена. Все, знак вопроса уничтожаем. Пишем равно 16. Задача решена. Одно данное оказалось лишним, неиспользованным. Напишите, какое. А я дам домашнюю задачку, тоже, может, интересная. Проведу вот так и вот так. И спрошу вас, чему равна площадь вот этого закрашенного. Может, вы тоже найдете какое-то красивое решение. Это будет домашняя задача. Данные по-прежнему 6 и 8. И это по-прежнему центр квадратиков. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.